Глава 30. Более широкое определение астрологии. Часто образ красоты переносит человека в иную сферу переживаний. Золотой восход солнца, звездная ночь, одинокая вечерняя звезда, дым, вьющийся над одинокой деревенской хижиной, покрытая снегом цепь обширных гор и даже густо разросшиеся деревья вдали от шума и суеты человеческого жилья часто вызывают глубоко таинственные вибрации, которые затрагивают самую сокровенную сердцевину человека. Святые часто приходили в восторг, видя вереницы лебедей, летящих на фоне ясного голубого неба, или пару оленят, резвящихся на зеленых лугах, или слыша журчащую рябь медленно текущей реки. Танцующие нарциссы, поющие соловьи или летящие голуби пробудили глубину поэтических выражений, и даже эпосы были написаны под влиянием таких переживаний. Милые девушки, бегущие за одинокой бабочкой, вдохновили всемирно известные картины. Но они лишь показывают, что природа полна мистических глубин, которые улавливают только чувствительные умы. Они раскрывают глубокую, почти трансцендентальную силу, которая делает все новым, если человек открыт для нее. Универсальный эликсир всегда присутствует в природе. Такие преобразующие переживания вряд ли можно культивировать, но они всегда таятся на пороге медитативного уединения, чтобы проявиться в индивидуальном сознании всякий раз, когда оно находится в рефлексивном настроении. Они подобны вспышкам перед внутренним взором, когда человек находится в рассеянном или задумчивом настроении. Кришнамурти утверждал, что природа обладает способностью избавлять человека от личных печалей, когда последний полностью отдается ей. Блаватская упоминала, что существует сила, которая делает все новым, и оно живет и движется вместе с теми, кто познает себя как единое целое. Такие переживания и утверждения могут стать реальными только тогда, когда человек сможет сам испытать острые ощущения от этого переживания. Несмотря на высказывания других, было бы чрезвычайно ценно, если бы Вселенский Дух, выражающий себя через личный опыт отдельного человека, мог быть осознан и признан в повседневной жизни. В этом случае мы могли бы почувствовать, что каждое существо и каждое событие является частью вселенского сознания. В этом случае могло бы показаться, что все является частью внутреннего правителя, бессмертного, пронизывающего все. Таким образом, наш подход к жизни мог бы быть теистическим. Этот космический принцип, связывающий индивидуума с единым вселенским духом, был прекрасно описан в индуистской астрологии. То, что Ницше называл образом, дремлющим в камне, алхимики считали камнем, обладающим духом, а примитивные религии называли Богом, индуистские астрологи называли Кала-Пурушей, небесным человеком. Этимологически слово «Кала-Пуруша» означает космический созидательный принцип, действующий во времени. В просторечии оно описывает проявленное божество небесного человека и так далее. Согласно этой концепции, каждый человек, так же как и каждая часть Вселенной, становится выражением высшей воли. Эта антропоморфная концепция небесного человека разрушает все представления об изоляции индивида от остальной Вселенной. На самом деле все взаимосвязано со всем остальным. Все различия между человеком и Вселенной основаны на том, что ведантисты называют Майей, великой иллюзией, Парацельс, Ван Гельмонт, Корнелиус Агриппа и многие другие признавали существование божественного сенсориума, устанавливающего взаимосвязь между далекими звездами и земными сущностями с их психологическими и экстрасенсорными склонностями. Божественный сенсориум превращает космос в сознательное, чувствующее целое. Пифагор справедливо учил, что Бог – это универсальный разум, рассеянный во всех вещах. Это пифагористское учение о вселенском разуме нуждается в глубоком размышлении, чтобы понять, является ли оно той же идеей, что и божественный сенсориум или Кала-Пуруша, или же это совершенно новая концепция.
Пифагор был великий математик, геометр и астроном. Он также был величайшим из метафизиков и ученых, изучавших эзотерические науки у браминов Индии, а астрономию и астрологию у халдеев и египтян. Пифагор известен как Яваначарья среди классических индуистских астрологов, и как таковой он не мог не знать о мистической концепции Кала-Пуруши, которая устанавливает тождество между вселенским разумом и космосом. Следовательно, есть все основания предполагать, что вселенский разум Пифагора, который подобен концепции божественного сенсориума, это то же самое, что Кала-Пуруша индусов. Эта концепция действительно является краеугольным камнем всей эзотерической мудрости и важнейшим принципом, на котором зиждется вся надстройка предсказательной астрологии. Сэмюэль Гребштейн однажды упомянул, что астрология является в высшей степени оккультной и практической наукой, и что она связана с такими заумными метафизическими предметами, как теория относительности. Теория относительности Эйнштейна связана с пространством и временем. Пространство, согласно Гребштейну, не измеряется, скорее оно имеет отношение к электромагнитному гравитационному притяжению между различными телами. Что касается времени, он сказал, что это побочный продукт или результат движения. Без событий не было бы времени. Астрология, которая выходит за рамки времени и пространства, влияет как на объективные, так и субъективные явления, и поэтому, исходя из аргументации Гребштейна, можно предположить, что динамическая взаимосвязь между различными движущимися планетами вызывает различные типы событий, однако этот вывод не следует принимать некритично. Параметр астрологического поля действия выходит за пределы широких пространств физической Вселенной и проникает в самые сокровенные уголки каждого человеческого существа. Таким образом, очевидно, что астрология имеет дело не только с физическими планетами и их взаимосвязями, скорее это эзотерическое знание, более тонкие следствия которого могут быть известны только высшим посвященным. В этом контексте концепция Кала-Пуруши очень важна. Кала-Пуруши, или проявленное божество, простирается за пределы пространства и времени. Он содержит в себе все пространство и вечность. Он включает в себя как субъективную, так и объективную реальность, проявленные и непроявленные явления, все, что существует или может существовать в любое время, все, что было ощутимо или что могло быть воспринято только паранормальными органами познания, не только таинственным образом связано с Кала-Пурушей, но и находится в самом Кала-Пуруши. То, что оккультисты называют астральным светом, на самом деле очень тесно связано с этим понятием. Полезно исследовать оккультную природу Кала-Пуруши и соотнести результаты этого исследования с рассматриваемой проблемой. Вся Вселенная разделена на различные области. Небесный свод разделен на 12 областей по 30 градусов каждая, которые представляют разные зодиаки. Каждый астролог осведомлен об этих знаках зодиака, их значениях и строении. Эти знаки указывают на различия в природе Кала-Пуруши. На самом деле, говоря с оккультным уклоном, Кала-Пуруши не может быть ограничена в пределах 360 градусов геометрической протяженности, но это символический способ указать, что Кала-Пуруша таинственным образом проникает повсюду. В нем мы живем и движемся, однако разные знаки зодиака подпитываются разными вихрями жизненной силы. Из неизвестного направления энергия пронизывает всю Вселенную, Кала-Пуруша, но таинственным образом различные знаки были дифференцированы для выполнения различных специализированных функций, представляющих физиономию космического человека. Например, говорят, что Овен олицетворяет голову, Телец – лицо и так далее. Импульс действия в Кала-Пуруши представлен различными формами энергии, содержащимися в разных планетах. В настоящее время мы не хотим обсуждать, как и почему та или иная планета становится хранилищем какой-либо особой формы божественной энергии, но мы
удовлетворимся просто утверждением, что эти планеты таковы. Это составляет предмет другой работы, озаглавленной «Исследование астрологического оккультизма». Чтобы показать, насколько таинственно Кала-Пуруша связан как с микрокосмической, так и с макрокосмической эволюцией, следующая таблица может быть связана с принципом эволюции и инволюции и посвящена тому, как древние мудрецы Индии вкладывали гораздо более глубокие значения в различные знаки зодиака и планеты, управляющие ими. Здесь можно указать, что инволюционные силы простираются от первого до седьмого знака, а силы эволюции начинаются с седьмого и заканчиваются 12-м. Различные знаки на этих путях указывают на различные уровни переживаний, которые эго должно получить, чтобы подготовиться к следующей фазе своего раскрытия. Этот курс указывает на то, что схема инволюции относится к нематериализации Божественного Духа в формальный мир материи, а следующая фаза эволюции относится к пути ухода, предполагающему процессу, посредством которого высвобождается божественная энергия. Первый известен как путь продвижения вперед, а второй – путь ухода. Первый – это Праврити Марк, а второй – Неврити Марк. Оба пути содержатся в Кала-Пуруши. Аналогичным образом три гуны, а именно Саттва, Раджас и Тамас, также содержатся в нем. Небольшое размышление показало бы, что разделение зодиаков на две отдельные группы, наводящие на мысль о различных путях, по которым идет большинство индивидуумов, раскрывает многие скрытые аспекты расположения планет. Одной из важных особенностей этой группировки является то, что три малефика, а именно Марс, Сатурн и Солнце, владеющие Овном, Скорпионом, Козерогом и Водолеем, а также Львом, расположены не рядом. Солнце обладает уникальной особенностью конкретизировать божественное излияние и ограничивать его такой формой, при которой человеческие существа индивидуализируются. Именно на этой стадии божественного излияния Адам вкусил запретный плод и был изгнан с небес. Соответствующей этой стадии инволюции является уровень Стрельца под управлением Юпитера, который обожествляет человеческие существа в путешествии души от божественного истока. Когда она достигает этого перекрестка, развиваются религиозность и духовность. Но высшей планетой посвящения является Сатурн. Никто не может по-настоящему стать оккультистом и посвященным без благоприятного влияния Сатурна, а Сатурну было отведено самое важное положение на Неврите Марке. Падение ангелов объясняется тем фактом, что Сатурн управляет испытаниями неофитов и направляет их. Эта характеристика Сатурна сделала его очень таинственным и одной из планет с очень эзотерической природой. Поскольку эти противоборствующие силы содержатся в Кала-Пуруши, концепция не является антропоморфной, но наводит на мысль о том, что она является одухотворяющим принципом. Таким образом, астрология ничему не приписывает добро или зло. В астрологии нет зла как такового, но она раскрывает определенные божественные принципы, причинно-следственной связи, распространяющиеся из жизни в жизнь. Планета Солнце считается ослабленной в весах и экзальтированной в Овне. Из предложенной схемы можно понять, что эти два знака являются самой нижней и самой верхней точками в цепи космического проявления. Солнце, символизирующее атму в человеке, никогда не сможет чувствовать себя счастливым и освобожденным, когда оно погружено в грубейшее материалистическое рабство. Точно так же у него не могло бы быть лучшего положения, чем то, когда он погружен в божественное, параматму. Именно благодаря расположению Солнца в гороскопе индивидуума он связан со своим небесным отцом Кала-Пурушей. От психического восприятия этой взаимосвязи также зависит точность астрологических предсказаний о будущем индивидуума. Эта взаимосвязь также дает представление о том, каким направлением йоги должен заниматься индивид. Эти знания также полезны для выявления тех установок в человеке, которые могли бы придать ему достаточную силу в противостоянии испытаниям повседневной жизни. Эти аспекты предмета
так же увлекательны, как и полезны. Астрология была дана древними провидцами именно для таких целей, которые могли бы помочь слиянию индивидуума со вселенским сознанием. Для этого знание Калапуруши и взаимоотношений индивидуума с ним является фундаментальным.